Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас работа на руках клиентки на очень коротеньких ноготочках. Для моих клиентов эта длина очень коротко, обычно у меня длина 2 и более. Здесь же девушка длинные ногти не носит, поэтому выкручиваемся как можем. На самом деле этот дизайн я бы не отнесла к разряду быстрых, хотя он и довольно-таки простой. Почему он не быстрый? Потому что здесь очень много элементов, очень много этапов просушки материала, поэтому выполнение его затянулось у меня на полчаса на 2 руки клиентки. Ну а с другой стороны, такие сложные дизайны этого стоят, потому что выглядит действительно потрясающе. Итак, мы перекрыли ноготочки нашей клиентки цветом и на 2 пальчика делаем растяжку пигментами. Прям на липкий слой сухим пигментом наносим линию и растягиваем его, чтобы пигмент переходил плавненько от большего количества пигмента к меньшему. Оставшуюся часть ноготочка без пигмента покрываем геометрическими узорами. В данном случае мы выбрали вот такие вот геометрические штучки с острыми уголочками, для того, чтобы добавить какой-то готичности дизайну. Далее у нас будут цветочки, которые все это смягчат, и вот на контрасте углов и мягких цветов получится интересный дизайн. Расчерчиваем всю нашу поверхность ноготочка, и вот здесь смотрите, чем мельче элементы в данном случае вы начертите, тем сложнее вам будет в дальнейшем, потому что каждый элемент нам нужно будет высветлить и затенить. Поэтому, если вы хотите сократить время выполнения данного дизайна, сделайте просто элементы более крупными. И тогда сразу же этот дизайн с получасового времени сократится минут до 15. Далее, как я и говорила, переходим к этапу затемнения и высветления. Начинаем сначала высветлять. Для того, чтобы высветлить наши элементы, я развела белую гелевую краску с финишем, получила вот такой полупрозрачный молочный оттенок. Именно им выставляю капельки и делаю растяжку, для того, чтобы у меня был кое-где более плотный белый, а где-то сходил на нет. И так дублирую каждый элементик. После этого хорошенечко просушиваю, точно так же развожу черную краску с финишем и делаю затенение. Самое главное, зачем здесь стоит проследить, это за плавностью перехода цвета. Это, в принципе, основное. Кое-где по самым светлым местам пробегаемся буквально-таки капельно белой красочкой, для того, чтобы еще больше показать светлые части наших элементов. После того, как мы просушили белый цвет, перекрываем наши ноготочки матовым финишем, и на этом этап с геометрией у нас готов. В принципе, можно оставить уже так, уже довольно-таки симпатично смотрится, но изначально вот в эти пустые места, там, где у нас нанесен пигмент, мы планировали рисовать цветочки. Поэтому после того, как мы просушили хорошенечко финиш, мы переходим именно к созданию цветочной части нашего дизайна.
Цветы в данном случае рисуем в технике китайской росписи плоской кисточкой. Набрали оранжевый с желтым оттенком и сразу же в одно движение вырисовываем лепесточки цветов. Стараемся сделать их меленькими, поскольку ноготочки у нас небольшие, у вас видно это под большим увеличением. На самом деле диаметр цветочка где-то приблизительно 3 мм от края до края. То есть здесь все совсем меленько. Вот стараемся как можно мельче сделать наши цветочки. После того, как наши цветы высохли, переходим к прорисовке наших цветочков. Смотрите, мы смешали светло-желтый цвет и им бликуем краюшки лепесточков. Опять же, не делаем разукрашку, не обрисовываем по кругу полностью контуры, а расставляем кое-какие блики для того, чтобы оживить наши цветы. Прорабатываем серединки. Вначале выставляем темные точечки для того, чтобы углубить центр цветочка, сделать его более темным. А потом сверху поставим еще светло-желтые точечки для того, чтобы показать тычинки. Благодаря такому довольно-таки простому приему цветы получаются потрясающе глубокие. И сама серединка смотрится тоже очень фактурно, поскольку она разбивается из черных меленьких точечек, из желтых точечек. И получается прям такая объемная пушистая серединка у цветочков. После того, как мы просушили наши цветочки, перекрываем их глянцевым финишем. В данном дизайне мы максимально играем на контрастах. У нас фиолетовый и желтый – это два контрастных цвета. У нас геометрия и цветы – это два контраста. У нас острые углы в геометрии и у нас круглые лепестки у цветов. У нас матовое покрытие на геометрическом узоре и глянцевое на цветочках. Получается очень много контрастных элементов, которые добавляют нашему дизайну сложности и интереса. Ну и заканчиваем это все, конечно же, малюсенькими точечками для того, чтобы еще более нежным сделать вот этот вот цветочный элемент.
Вот, собственно говоря, и все, наш дизайн готов. Безумно интересно играет цвет на контрасте матовой и глянцевой поверхности. Очень интересно смотрится вживую. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч. Пока-пока.